Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня прогуляемся по району Твикенham. Это пригород Лондона, недалеко от Ричмонда. Пройдемся мимо нескольких старинных зданий, живописным сквером и парком, а также по набережной вдоль реки Темза. Начнем с чудесного сквера. Это любимое место прогулок местных жителей, выгулу собак. Также летом здесь проходят выступления спектакля местного театра. Смотрите, какая красота. В этом сквере есть старый, очень красивый фонтан. Тут очень интересное решение для скамеек. То есть каждый может уединиться и не мешать соседям, которые сидят на соседней скамейке. К примеру, вот так. Тут есть традиция, что за определенную плату можно посвятить скамейку ушедшему родственнику. Например, родителям или бабушке. Очень интересно. Пойдем дальше. В сквере растет очень много роз. Из него можно пройти к старинному зданию, построенному в XVIII веке, которое окунает нас в историю, а также представить себя героями романов «Гордость и предубеждение» Остин. Смотрите, какая красота, какой мост. Здание называется Йорк Хаус. Раньше принадлежало придворному короля, сейчас находится под управлением местного муниципалитета. Очень похоже на древнюю усадьбу. Здесь очень интересное благоустройство. Твикенham является очень популярным местом для съемок фильмов в атмосфере 18-19 веков. Потому что тут очень много зданий сохранено с той поры, и практически не требуется дополнительных декораций. Смотрите, какие чудесные белочки. Скульптура Афродиты, если не ошибаюсь. Очень красиво. Сквер около Йорк-хауса называется Йорк-хаус Гарденс, то есть сады Йорк-хауса. Также здесь можно найти теннисные корты. Теннис является одним из наиболее любимых видов спорта. И многие люди в выходные проводят достаточно много времени, играя в теннис. Выходим из парка. Здесь находятся очень красивые дома, атмосферная улочка. Смотрите, какие красивые деревья перед домом.
Машина впереди — это типичная машина английской почты. Называется Royal Mail, то есть королевская почта. Проходим очень красивое старинное здание. Оно входит в историческое наследие. Построено в 1721 году. То есть табличка. Здания, внесенные в фонд культурного наследия, охраняются государством. Их нельзя серьезно перестраивать и модернизировать. Только поддерживать исходное состояние. Смотрите, какой красивый дом. Следом находится паб. По моему мнению, вот этот паб является одним из самых красивых во всем Лондоне. В первую очередь из-за террасы, которая находится на берегу реки. Смотрите. Сейчас еще утро и не работает. Выглядит интересно. Здесь находится небольшой импровизированный пляж. В основном он используется, чтобы приезжать сюда на падлбордах, лодках, а также здесь купаются собаки. В любом случае достаточно красиво. Еще одно красивое белое здание. Тоже с богатой историей. У Твикенхэма есть свой яхт-клуб. Каждый желающий может записаться и научиться управлять небольшой лодкой с парусом. Здесь вы видите мачты этих лодок. Яхт-клуб тоже имеет большую историю и основан в 1895 году. То есть ему больше 125 лет. Очень красивая дорога, окутанная листвой. Это место очень популярно для проведения свадебных церемоний. Здесь можно сделать красивые фотографии, а также поставить столы и какие-то развлечения и провести церемонию прямо на свежем воздухе. Далее проходим следующее историческое здание Orleans House Gallery. Изначально это дом Орлеанов. Сейчас там находится галерея. Галерея также с бесплатным доступом, как и многие музеи Лондона. Это большой подарок всем любителям истории и картин. Около дома находится большой сквер, тоже очень красивый. Также одна из главных достопримечательностей здания — это шестиугольная комната. Вы ее видите впереди. Это главная комната галереи. Сама галерея уходит налево. Здесь еще одно зеленое пространство, которое любимо как владельцам собак, так и семьям с детьми, которые в выходные и будние дни любят здесь играть, например, в футбол. Парк очень живописный и находится прямо на берегу. То есть есть возможность, например, сидеть на скамейке
наблюдать за потоком воды. Очень интересно. Сейчас вы слышите голоса со стороны реки. Это происходит тренировки катания на лодках. Смотрите, какие большие длинные лодки. Есть восьмиместные лодки, а есть вот одноместные байдарки. Водные виды спорта здесь очень популярны. Проходим дальше. Также обратите внимание, какие величественные деревья здесь. Думаю, некоторым из них не одна сотня лет. Смотрите, сколько лодочников. Возможно, сегодня здесь проходит какое-то соревнование. Либо просто тренировка. Очень много людей. Нет, все-таки похоже, это тренировка. Смотрите, какие есть лодки разных форматов. То есть где-то люди сидят сидя, где-то вот человек стоит на коленях. Интересно. Потом на дальнем фоне совершенно другие лодки. То есть, и сразу видно по технике управления. Здесь находится самая крупная детская площадка в этой местности. В Лондоне детские площадки находятся в ближайших парках, так как около домов нету дворов. В основном дома смотрят на улицу. Около каждого парка либо детской площадки есть небольшая кафешка, где можно купить кофе. Смотрите, сколько тут птиц. Тоже любимое развлечение местных жителей. Кормить уток. Очень расслабляет. В Твикинеме есть свой причал, на котором припарковано множество лодок. Примерно с 12 часов дня до 6 вечера с этого причала можно переехать на другой берег на пароме. Паром управляется одной семьей на протяжении многих лет. Также здесь можно арендовать лодки и покататься самостоятельно, например, с девушкой, либо всей семьей, с детьми. Это вход на паром. Сейчас закрыто. Стоит это все 2 фунта для взрослых и фунт для детей. В целом достаточно недорого. Наконец-то вышли на саму набережную, которая тянется на расстояние около 2 километров до моста в Ричмонде. Это одна из самых живописных набережных. И в любое время, если есть возможность, это хорошее место, чтобы прогуляться. Есть несколько способов, как добраться из Твикинема в Ричмонд. Наиболее простой — это на автобусе. Также можно доехать на поезде одну станцию, пройти
по городу, а также по набережной. Когда позволяет возможности и время, я выбираю пройтись по набережной, так как это очень красиво и позволяет расслабиться. Слева от дороги находится самый большой парк Твикенема. Называется Marble Hill Park. Он назван в честь одноименного здания, называется Marble Hill House, то есть дом мраморного холма. Очень красивое здание, построенное в районе 300 лет назад. Придворные короля. Самое интересное, здание спроектировано и построено женщиной. Очень красивое. Около здания традиционно проходят занятия различных обществ здоровья. Например, часто занимаются пенсионеры. Сейчас 8:30 утра, и еще не так много людей. Позволяет насладиться красотой природы. Также вы можете услышать пение соловьев, других птичек. Очень много белок. Идеальное место, чтобы расслабиться после трудной недели. Очень много людей бегает. Бег является очень популярным видом спорта. И наравне с велосипедами очень любим местными жителями. Вход в парк. Многие бегают со своими собаками. Позволяет одновременно и выгулять собак, и самому пробежать некоторое расстояние и оставаться в хорошей физической форме. Сегодня 7 октября, но деревья еще в основном зеленые. Только немного желтеют листья на некоторых видах. Погода просто чудесная. Сегодня очень повезло, что нет дождя, солнечно и достаточно тепло. Здесь в это время года погода может быть очень переменчива. И ближе к зиме здесь большинство времени идут дожди.
Темзе очень много островов, некоторые из них заселены. Здесь мы видим небольшой остров, на котором нету никакой жизни, кроме животных и птиц. Еще вот один интересный пример. Люди взяли собаку на велопрогулку. Почему бы и нет? Очень хорошо. Подходим к месту с очень красивым видом. На другой стороне, на холме, возвышается Ричмонд Хилл Хаус. Один из самых знаменитых и дорогих домов Ричмонда. Дом имеет богатую историю. Ему порядка 250 лет. И в свое время был как частным домом представителей аристократии, так и госпиталем. Сейчас любой желающий может купить квартиру с прекрасным видом на парке и с чудесной архитектурой. Но квартиры чрезвычайно дорогие. Жилье в этом доме одно из самых дорогих в Ричмонде. Слева мы видим огромный забор живой изгороди. За забором находится частная территория. Почти дошли до моста Ричмонда. Осталось еще порядка 500 метров. Есть ворота на эту закрытую частную территорию. Не знаю, что здесь находится, но, как видим, хозяин этого дома не очень хочет, чтобы на него смотрели. Такое вот решение.
такие большие деревья, как здесь, создают тень даже в самый жаркий день, которых здесь бывает не так много. Какая огромная ива. Здесь не мне одному нравится, как выглядит это дерево. Шикарно. Потихоньку подходим к нашей финальной точке. Впереди вы видите мост Ричмонда. Это тоже один из знаменитых видов, и можно видеть в различных фильмах. Например, в сериале «Тед Лассо» большинство событий происходят в районе недалеко от моста. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.